Знаете, мне 24 года, и меня очень часто за последние несколько лет посещали мысли о том, что я должна была уже заработать миллиард денег, купить квартиру, купить машину, стать успешной, богатой, знаменитой, поставить вообще на весь мир, купить квартиру родителям. В этом списке просто есть все, кроме того, чтобы жить. Сейчас, когда стала приходить к осознанности, когда стала просто чаще рефлексировать на эту тему и понимать, что что-то здесь все-таки не так. Невозможно постоянно жить в напряжении, в какой-то тревоге. Спустя какое-то время рефлексии я все-таки, наверное, постигла дзен. У меня просто появилось понимание, как сделать жизнь немножечко спокойнее. Сегодня я хочу здесь поделиться своими какими-то наблюдениями, своими мыслями, которые просто помогают мне жить, быть в моменте, меньше стрессовать, меньше травмировать свою нервную систему. Небольшое уточнение, да, дисклеймер. Я не эксперт вообще ни в чем. Грустно как-то прозвучало. Я не эксперт в всяких вот этих вот вещах, я хочу просто поделиться тем, что работает у меня. Первое, одна из самых важных мыслей, которую я поняла за последнее время. Это, наверное, то, с чего я начала свое видео. Та самая comparison trap, когда мы себя постоянно со всеми сравниваем, видим какую-то идеальную жизнь в Инстаграме. Все там вокруг вообще миллионеры. Я думаю, такое ощущение, что все вокруг миллионеры, а на меня просто денег не осталось в этом мире или что, я не знаю. Всем машины просто так раздавали, дома всем строили, я не знаю, где я была в этот момент. И складывается реально такое ощущение после просмотра вот таких вот рилсов. Люди показывают, они долго, скорее всего, к чему-то идут, но показывают это как конечный результат, и ты видишь только итоговую картинку, что вот они это сделали. Очень важно помнить, что у всех за спиной своя есть какая-то история. Есть очень много всего, что мы не видим, очень много жизни происходит у людей за кулисами. Тренд смещается, и всем надоели вот эти вот успешные успехи, идеально вылизанные инстаграмы, и подносить свою жизнь, как будто ты просто живешь в Пинтересте, оно уже просто порядком надоело. Поэтому мне очень нравится, что сейчас это постепенно уходит, и люди начинают делиться и провалами, на которые можно посмотреть и понять, слава богу, у меня на самом деле все окей. Но самое главное это помнить, что никогда вы не видите всей картинки. Сравнение с кем-то всегда только забирает энергию, поэтому мы, девочки, на эту свою энергию больше не тратим. Вторая мысль на повестке дня. На самом деле, всем вообще наплевать на вас, что вы делаете и так далее. Если вы хотите что-то начать, но не начинайте, потому что боитесь, что вас будут обсуждать, то вас все равно будут обсуждать. Конечно, вам страшно, потому что это выход из зоны комфорта, это что-то необычное. Вы думаете, что все, сейчас я начну, меня все начнут обсуждать. Возможно, после этого видео тоже кто-нибудь будет меня осуждать. Если мы немножечко тоже абстрагируемся на секунду, просто представим, обсуждает ли кто-то меня сейчас, скорее всего, да. Самое главное, это то, что все равно, придя домой вечером после работы, после учебы, никто не будет думать о вас, о вашем блоге и о чем-нибудь еще, что вы там себе запланировали или придумывали сделать. Третья мысль, которая до меня дошла, в этом мне, кстати, очень сильно помогла книжка «Атомные привычки». Это просто невероятная вещь. Это нужно мне, это нужно вам, это нужно вашей маме, это нужно всем. Книга просто великолепная, если вы хотите построить какие-то новые привычки, если вас что-то не устраивает в текущем образе жизни, вы хотите что-то поменять, но не знаете как, то это то, что вам нужно. Это прям must have. И самая главная суть, которая там описывается, что мотивация не работает. Двигаться вперед вас заставляет только дисциплина. Дисциплина не значит, что вы выкладываетесь абсолютно каждый день на 100%. Это значит, что вы просто делаете что-то регулярно. У вас появляется привычка. У вас цель, не знаю, там, проходить 10 тысяч шагов в день, но в какое-то утро вы проснулись, у вас ужасно болит голова, живот, спина, жопа, что угодно. И вы понимаете, что вы физически не пройдете 10 тысяч шагов сегодня, значит, вы пройдете 2000 шагов за день. Неважно, ходите в дом на дорожке, ходите вы на улицу погулять с собакой и так далее. Сама суть в том, что вы это делаете. Вы не останавливаетесь и не говорите, что ну все, значит, я сегодня буду точно сидеть дома, больше ничего не буду делать, потому что как только вы прерветесь хотя бы на один день, на следующий день вам будет еще сложнее, как будто бы вы заново начинаете все делать. А когда вы понимаете, что ну да, я до этого проходил 10 тысяч шагов, вчера я прошел чуть поменьше, просто потому что вот такое вот у меня было физическое состояние, но я не остановился, я все равно прошел, и вы захотите продолжать. Да? Мы перестаем ориентироваться на мотивацию, потому что она, знаете, та еще. Она приходит ко всем подряд, но надолго нигде не задерживается. Четвертая мысль. Далеко не все, что кажется проблемой, ей является. Очень много проблем можно решить, просто поменяв свое отношение к ним. Если раньше что-то казалось какой-то вообще невероятной проблемой вселенского масштаба с первого взгляда, просто потому что я об этом сразу же подумала и сразу же начала там загоняться, и у меня сразу была паника, истерика, и я думала, как вообще это все мне решить. И на самом деле, правда, очень много всего, что можно решить, если вы просто немножко смещаете фокус и смотрите на это немножко с другого угла. Сразу же можно понять, что в целом все не так уж и страшно, как кажется, в целом все решаемо, если просто сесть спокойненько об этом подумать. Один из лайфхаков, который можно вынести из этой полезной классной мысли, когда что-то происходит, и вы уже наготове, чтобы резко среагировать, просто задайте себе вопрос: это на самом деле такая сильная, глобальная, масштабная проблема, или мне просто так сейчас показалось? Если вы попробуете задавать себе этот вопрос каждый раз, вы поймете, что очень много нервов уходит на то, чтобы подумать о том, что на самом деле не так уж и важно и не стоит такого большого внимания, как вы думали. И пятая мысль тоже связана немножечко с сравнением с другими
другими людьми. Мне очень нравится wellness-эстетика, Pinterest-картиночки. Очень часто бывает такое, и со мной такое тоже чуть не случилось, когда я насмотрелась всяких вот этих вот wellness-блогов продуктивных девчонок, которые встают в 5 утра. Подумала, что, ну, можно, значит, наверное, только так. То есть, раз они встают в 5 утра, а я нет, со мной что-то не так, я что-то делаю неправильно. Да, эстетика Pinterest — это все круто, классно, красиво, но во всем важен баланс. Я хочу вам сказать, что мне очень нравится эстетика всяких дисциплинированных девочек, но при этом я просто не могу представить свою жизнь без каких-нибудь роков, татуировков и всяких вот этих вот штучков. Я не могу отказаться от вот этой стороны своей личности, потому что это вот то, какая я есть. Мне нравятся полезные привычки, мне нравится читать умные книжечки, но при этом при всем я тоже люблю с подружками встретиться, попить винишко. Тоже люблю сходить на какой-нибудь концертик, тоже люблю на тусовку какую-нибудь сходить. И это вот две моих эстетики. Я чуть не свалилась вот в эту вот ловушку, когда думала, что можно делать только так. На самом деле, совершенно это не так. Мне не нравится выбирать, я не хочу выбирать, я не хочу считать, что одна сторона моей личности лучше, чем другая сторона моей личности. Мне просто хочется быть собой. Мне хочется говорить о полезных привычках, мне хочется развивать их у себя, мне хочется, может быть, кого-нибудь мотивировать тоже на них, но при этом не забывать про то, что у меня есть еще другие совершенно интересы, которые, может быть, не мэчатся с вот этим вот идеальным образом Pinterest Girl. Мой блог будет вот такой. Если вы еще на меня не подписаны, я даже не знаю, о чем с вами тогда разговаривать.